Почему бы не обратить внимание на наши местные беспроводные наушники от тюменского бренда Case Guru, вместо того, чтобы приобретать AirPods? Обещали бессмертный кейс CG-Pods X. Кейс сделан из авиационного алюминия и выдерживает 220 кг, в 3 раза крепче яблочного пластика. Даже мочить можно, сибиряка не такое видал, все выдержит. Влагозащиты нет даже у дорогих буржуйских, а у CG-Pods из Тюмени есть. У CG-Pods доминантное шумоподавление, напрочь отсекает внешние шумы. CG-Pods Allure – новейшая модель, микрофон с шумоподавлением и кристально чистым звуком во время разговора. В отличие от всех дорогих аналогов, вы можете выбрать наушники из 5 цветов. Цена в 4 раза дешевле Apple, потому что нет накруток за бренд. Никаких наценок, только прямые онлайн-продажи и честная, справедливая цена от производителя. Не ремонт, а сразу замена на новые. CG-Pods своих не бросает. Выбирай и заказывай свои CG-Pods по ссылке в описании. Там же промокод Temple на скидку в 200 рублей. Или сканируй QR-код на экране. Я как-то затрагивал тему о мегалитах Сибири и Урала. Также я выдвинул предположение, что это вовсе не природное образование, и сразу же набежало множество скептиков. Мол, чего ты выдумываешь, 1000 лет, ветер и так далее. И я скажу вам, друзья, что они имеют полное право так думать. Ведь данные мегалиты вообще ни на что не похожи, и понять, что это было на самом деле, сложно, но все-таки возможно. Для простого обывателя это может показаться просто хаотично расположенные куски горной породы. Сегодня я постараюсь показать вам, что это не просто скалы, а остатки городов, уничтоженных кем-то давным-давно. Для начала давайте рассмотрим эти фотографии. Ведь и правда, обычный человек покрутит пальцем у виска и будет прав. Но мы фантазировать не будем, а сориентируемся только на факты. Господа, только факты. Итак, это Попов остров, расположенный примерно в 50 километрах от Екатеринбурга. Как мы видим, островом его уже не назовешь, так как отсутствует вся вода, но видно, что раньше она здесь была все-таки. Теперь он просто холм, стоящий посреди болот, видимо образовавшихся в результате пересыхания той самой воды. Из-за этого он и назван островом. Тут также находятся мегалитические в кавычках природные образования. Ветер, знаете ли, 1000 лет, природа уникальна, но нас интересует не она. Вот вам, пожалуйста, кусок непонятного образования. Что это? Скептики наверняка опять скажут «природа». Хорошо, чуть-чуть потерпите. Вот это, что понимаю, пути природы неисповедимой. Но можно я все-таки предположу, что это остаток какого-либо городского строения. Так сказать, останусь при своем мнении. Скептики опять сейчас скажут: достал ты со своими городами, не тяни резину, вываливай, что там у тебя. Но я предлагаю еще раз немного всмотреться в эти мегалиты. Попробуйте представить, что это могло быть. А вот тут справа. Посмотрите, отчетливо отслеживается кусок геометрической фигуры. Как я предполагаю, полигональной кладки. Ой, да нет, природа удивительна. Она умеет накладывать камни друг на друга, а потом еще и плавит их. Особенно это видно на этом фото. Сделала мегалитическую кладку, а потом бац и расплавила. А тут мы видим очень странное образование. Точнее выему. Вот уж она постаралась, природа. Как будто кто-то сделал отверстие, а потом блок раскололся. А вот тут, кстати, кто-то устраивал среди мегалитов импровизированный шалаш. Отдыхали, видимо. А людей там много ходит. Но что вот тут справа? Что это? Как вам кажется? Лестница? Да ну, это же природное образование. Давайте посмотрим поближе. И вправду лестница. Торчит прям непонятной формы, так сказать, природного образования. Да и если отсюда посмотреть, разве природа может так сделать? Тут же отчетливо видно, что блоки сложены друг на друга. Так зачем отрицать это? А общая форма типа природного образования вроде бы как вот такая. Как же так? Рядом какие-то непонятные блоки валяются, уж подозрительно правильной формы. Рядом также разбросаны типа природные булыжники. Но как же так? А я вам объясню, как так. На территории Сибири и Урала находятся остатки древнейших, просто выжженных, стертых с лица земли мегалитических городов. Стерты неизвестно кем и непонятно чем. Уж явно не нашим оружием. И все эти города не принадлежат нашей цивилизации.
но никто и близко не собирается их исследовать. Мы же как бы в то время по веткам лазили и бананами питались. А тут десятки городов уничтоженных высокотехнологичным непонятным оружием. Да уничтоженных так, что камни в кисель. Конечно же так не пойдет. Ладно, едем дальше. А это шарташские мегалиты, расположенные недалеко от центра Екатеринбурга. Все это на виду. Там постоянно гуляют и отдыхают люди, и ничего не понимают. Вы представляете себе, насколько мы одурманены? Остатки мегалитической цивилизации в центре ЕКБ. Но всем плевать. Ладно, хоть откопали, и на том спасибо. Но никто даже не исследует этот парк. Просто древний парк. У меня слов нету. Посмотрите эти фото без моих комментариев, а потом продолжим. Данный город не называют природным образованием лишь потому, что тут даже полному идиоту понятно, что это целый город. Но почему-то в других районах Сибири и Урала эти мегалиты называют природными образованиями. Тут просто уже не отмажешься, а там плевать. Хребет Кваркуш – еще один уничтоженный мегалитический город. А сейчас я хочу показать вам вот такую древнюю стену. На самом деле это огромная оплавленная стена, а не природное образование, как говорят ученые. Взгляните на это фото. Эти блоки – огромные 100-тонные блоки, а некоторые, возможно, и 1000-тонные. Вот здесь их видно отчетливее. Проникнитесь масштабом данных блоков. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это древняя оплавленная стена. Ладно, друзья. Я думаю, тем, кому я хотел донести, я донес. А тем, кто и после этого видео будет отвечать обратное, доказывать что-либо бесполезно. Подведем краткий итог. На территории Сибири и Урала мы имеем десятки городов, погибших явно насильственным путем. Как это получилось и что могло стать причиной, будем в дальнейшем разбираться. Не факт, что разберемся, конечно. 224 листа подшито в общую папку, которые и по сей день находятся под грифом «Совершенно секретно». Там есть много чего интересного. О том, как всем известный контр-адмирал Бёрд совершал свою экспедицию «Высокий прыжок» и как всю его армию разгромили на 2 десятках летающих тарелок. Там говорится об атлантах, как они жили, чем занимались. Все подтверждено археологическими находками. О пирамидах, о том, в чем заключалась истинная цель их строений. И, конечно же, о гигантах. Я уже опубликовал все 224 листа, весь архив в свой телеграм-канал. Переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и смотрите.